Я думаю, что мы все должны быть вдохновлены, мы все должны быть пробуждены. На самом деле, я бы сказал, что у нас должно быть новое решение, новое посвящение. Господь, я отдаю свою жизнь Тебе снова. В моей жизни, в оставшуюся часть моей жизни, я хочу следовать по стопам Павла, считать все утратой, считать все ссором, считать все мусором, ничего не стоящим, и обратить свое сердце, все свое существо к тому, чтобы стремиться за этим Христом, чтобы я знал Его. Знал Его в откровении и знал Его в переживании. Этот Христос, мои братья и сестры, должен быть нашей единственной целью. Этот Христос должен быть нашей единственной наградой. Этот Христос должен быть нашей единственной наградой. И однажды этот Христос должен быть нашей славой. Первое. Нам нужно знать и переживать всеобъемлющего, обширного Христа как свою жизнь. Я должен прочитать эти несколько стихов вам. Пожалуйста, послушайте внимательно. Глава 3, стихи с 1 по 4 послания Колоссянам. Итак, если вы были воскрешены вместе с Христом, то ищите того, что вверху, где пребывает Христос, сидя по правую руку Бога. Обращайте разум к тому, что вверху, не к тому, что на земле. Ибо вы умерли, и ваша жизнь скрыта с Христом в Боге. Когда будет явлен Христос, наша жизнь, тогда и вы будете явлены с Ним в славе. А теперь прочитаем план. Чтобы переживать Христа как свою жизнь, нам нужно увидеть, что у нас с Христом одно положение, одна жизнь, одно житие, одно предназначение и одна слава. В этих 4 стихах мы видим эти вещи. Это слово «с Христом». С Христом. С Христом. Встречаются в этих стихах 3 раза. И вот этот вопрос с Христом указывает на то, что мы разделяем то же самое положение вместе с Ним. Я знаю, что нас беспокоит больше сторона переживания. И мы должны быть такими, мы должны искать этого. Мы должны иметь одну жизнь с Христом, одно житие с Христом. Но все начинается с того, что мы разделяем одно положение с Христом. Очень важно. Это факт. Это факт, на котором основаны все наши переживания. Наше переживание Христа основано на том факте, что мы едины с Ним в положении. Даже во 2 главе, когда Павел говорит много об этом Христе, у него есть эти фразы, что мы умерли с Христом. Это что-то связанное с положением. Мы погребены с Христом. Это что-то связанное с положением. Мы оживотворены с Христом. Даже это, я бы сказал, это как-то связано с положением. И, наконец, мы воскрешены с Христом. Сегодня утром, братья и сестры, давайте займем правильное положение. Когда наше положение неправильное, нам трудно переживать все это.
Положение означает, что мы помещены в определенную сферу. Мы помещены в определенное место. Мы помещены в одну личность. Мы помещены в определенные факты в действительность. Мы помещены, я бы сказал, в определенную атмосферу, помещены в определенное состояние. Здесь говорится, что если, Павел говорит, если, поскольку вы, это означает, что это факт. Если вы воскрешены, это не просто связано с воскресением, потому что мы уже оживотворены. Вы оживотворены, но вы еще, может быть, не воскрешены. Вы все еще в этом мертвом положении. Вы еле дышите. Нет. Бог не просто дал нам жизнь. Бог воскресил нас с положения смерти в положение жизни. Сегодня мы помещены таким образом. Мы не просто еле воскрешены, но Он воскресил нас и вознес на небо. Поэтому во втором главе послания к Ефесянам мы не просто воскрешены, а оживотворены с Ним, мы посажены вместе с Ним в небесных пределах. Вы верите в это, братья? Где вы сегодня утром? В Хьюстоне? В Хилтон, Америка? Где вы? Где вы, братья и сестры? Где вы? Мы выше. Мы на небе. Потому что мы в Христе, который по правую руку Бога. И когда Он был воскрешен, мы тоже были воскрешены. Когда Он умер, мы умерли. Когда Он был погребен, мы были погребены в Божьих глазах. И когда Он был оживотворен, мы были оживотворены. Когда Он был воскрешен, мы были воскрешены. Когда Он был посажен, мы были посажены вместе с Ним по правую руку Бога. Братья и сестры, я хочу сказать кое-что. Что касается положения, все связано с верой. Я чувствую в эти дни, нашей повседневной жизни не хватает, духовно говоря, многого. Почему? Потому что нам не хватает упражнения веры. Вера важна. Это означает, что вы этого не видите. Это что-то невидимое. Но вера овеществляет то, что невидимо. Нам нужна вера, братья и сестры. Христианская жизнь — это жизнь веры. Мы должны верить. И мы верим в совершенные факты, записанные в Слове. Вы верите в Слово? У вас есть вера в Слово? Поэтому, что нам нужно? Просто провозглашать это Слово. Провозглашать его. Поэтому, когда вы в Southwest авиакомпании, просто провозглашайте: «Я мертв Христом». Аминь. Я распят с Христом. Я погребен с Ним. Я животворен с Ним. Я воскрешен с Ним. И я посажен вместе с Ним. Сестры, не надо говорить, что это слишком смело. Я не чувствую, что я сижу в Христе. Я в 737-м самолете всего лишь. Нет. Факт действительности, вы в Христе посажены вместе с Ним. Верой вы верите в это. И вы провозглашаете это наша жизнь. Христос, наша жизнь, будет явлен. Это означает, что Он сегодня не виден. Вы можете сказать: «Христос, наша жизнь». Они скажут: «О, заприте его, он сумасшедший». Потому что эта жизнь не явлена сегодня. Потому что она невидима для физических глаз. Но однажды эта жизнь будет явлена. И мы будем явлены с этой жизнью вместе с Ним, кто есть наша жизнь в славе. Затем, когда вы говорите о жизни, братья и сестры, вы должны говорить
о житии. Житии. Потому что жизнь необходимо жить. Жизнь предназначена для жития. Поэтому сегодня, когда мы говорим, что мы имеем одну жизнь с Христом, это означает, что мы имеем одно житие с Христом. Мы живем с Христом. Мы живем вместе с Христом. На самом деле мы живем друг с другом. Не только путем смешивания. Мы живем вместе с Ним. В совокупности Он живет в нас, а мы живем в Нем. Это факт. Мы разделяем одно житие. Когда я живу, Он говорит, вы будете жить. Мы живем вместе с Господом. И мы разделяем одну судьбу, потому что мы говорим о проявлении этой скрытой жизни. Это судьба, когда Христос будет явлен. И когда это явление произойдет, мы будем найдены с Ним в славе. Итак, эта судьба связана со славой и наоборот. Мы разделяем одну судьбу с Христом, потому что Христос будет явлен, и сыновья Божьи будут явлены. И этот Христос будет в славе, и все сыновья. Бог сегодня ведет многих сыновей в одну и ту же славу. Мы разделяем с Христом одну славу. Нам нужно увидеть это, говорится в этом пункте. Первое. Наш, по своему положению, мы в Христе. Поскольку мы в Нем, мы находимся там, где Он. Мы сидим по правую руку Бога. Вот где находится Христос сейчас. Вы можете сказать, Христос в нашем духе. Да, тогда вы перескакиваете вперед. Нет, Христос на небесах. Аминь. Вы видите Его там? Вот Иисус воссел на небе. У вас есть глаза Стефана? Сын человеческий стоит там. Стоит, не просто сидит. Хорошо? Мы по своему положению сидим по правую руку Бога, потому что Он в Нем. У нас есть союз с Ним. Поскольку сегодня наш дух — это место Божьего жилища, он теперь представляет собой ворота неба. Это снова связано с переживанием Иакова, когда он был в пустыне, и он спал на этом камне, и у него был сон. Он назвал это место Вифилем. Это ужасное место, страшное место. Это ворота небес. Это Дом Божий. Это, где он увидел лестницу. Там Христос является лестницей, которая соединяет нас с небом и приносит нам небо. Братья и сестры, каждый раз, когда мы в своем духе, мы тут же, в настоящее время, соединены с небом, где Христос. И в реальном времени все небесное, сам Христос, и даже все, что на небесах, все, что является небесным по природе, вся небесная атмосфера, все небесное состояние, все, что является сущностно небесным, неземным, все это передается нам здесь. Поэтому все возможно. Вы, возможно, проходите через что-то трудное на земле, но вы находитесь в духе. Вы касаетесь неба. О, дорогие святые, у вас разве нет такого переживания, что благодать начинает течь? Милость приходит к вам. Правильно ведь? Первосвященник, который вкусил все наши слабости, он передает самого себя как благодать и милость нам, чтобы удовлетворить наши нужды. Это не что-то психологическое, это что-то действительное, очень действительное. Мы говорим, Христос — это наша жизнь. Это означает, что Христос — это наша личность. И когда мы говорим, что Христос — это наша личность, это означает, что сегодня
Мы имеем одну жизнь и одно житие с Ним. Мы должны думать именно так. Мы живем, мы делаем что-то, мы заботимся о детях, мы стираем, готовим. Но когда мы все это делаем, насколько часто у вас есть осознание, что я делаю это не один? Христос — моя жизнь. На самом деле. Христос — моя жизнь, и Христос — мое житие. Я могу сказать сейчас, Христос стирает вместе со мной. Я готовлю эту еду вместе с Христом. Это безумие или нет? Нет. Это христианская жизнь. Это необходимо для того, чтобы мы переживали Христа. Одна жизнь и одно житие вместе с нами. У Христа, как в жизни верующих, есть три черты, которые отличают эту жизнь от природной жизни. Я не буду подробно распарить, просто прочитаю. Эта жизнь, которой мы наслаждаемся сегодня, это распятая жизнь. Это означает, что это не природная жизнь. Вся природная жизнь закончилась. Это распятая жизнь. Вторая — эта жизнь является воскрешенной жизнью. Это что-то, что не принадлежит к старому творению. Это что-то в воскресении. На самом деле, это жизнь воскресения. Это личность воскресения, потому что Господь говорит: «Я есть воскресение». 3. Эта жизнь является жизнью, скрытой в Боге. Я скажу одну вещь. Скрыто в Боге. Это означает, что эта жизнь — это не жизнь, выставляющая себя на показ. Это жизнь. Это не просто самопрославляющая жизнь. Эта жизнь любит быть в тайне. Она действует в тайне. Наша жизнь скрыта с Христом в Боге. Как драгоценны, братья и сестры. Как драгоценны. Смотрите, такая жизнь. Дорогие святые, в каком беспорядке мы находимся. Разлад, путаница, какофония, шум, болтовня, все, что происходит вокруг. Мне все равно. Реальные новости или ложные новости, мне все равно. Братья и сестры, мы не под управлением этих вещей. Иногда я боюсь. Мы слишком много в этих вещах находимся, и они захватывают нас. Мы проводим время в этом. Дорогие святые, давайте поднимемся выше облаков. Давайте обращать разум к Духу и к тому, что наверху. Не надо проводить слишком много времени в этих вещах. Узнайте, в чем направление престола. В чем направление небес? Наше предназначение — это слава. Христос приводит нас в славу, чтобы мы были явлены с Ним в славе. Другими словами, однажды, в будущем, Христос ведет нас сейчас в славу. Давайте не будем как мирские люди, как все остальные люди, просто озабоченные, которые ищут много других вещей. В случае с Колоссянами они искали чего? Религии, культуры. Чего еще? Самодельных добродетелей. Вот знаете как? Помощи себе, улучшай себя и всех других вещей. Гностицизм, внешний, материализм. Эти колоссяне были увлечены к чему-то, к ангелам, к тому, к другому. Они были захвачены чем-то внешним. Посмотрите, сегодня разве это не то же самое на земле? Все внешнее, все материальное, физическое, но, братья и сестры, есть божественная мистическая сфера. Есть небо.
Есть невидимая сфера. Мы должны жить в ней. Вы можете сказать: о, вы просто пытаетесь убежать. Вы не можете выдержать реальность. Вы просто... Вы не можете смотреть в лицо климатической катастрофе, которая произойдет через 10 лет. Вы убегаете. Я хочу сказать вам, у меня другая действительность. Христос — моя действительность. У меня бремя о другой катастрофе, которая называется Великая скорбь. Меня беспокоит не кто будет избран. Меня беспокоит то, что небо должно править в Соединенных Штатах. Хорошо? И все церкви должны молиться об этом. Мы люди надежды. Христос в нас — надежда славы. Вот наша судьба. Новый человек появляется только одним путем, когда все члены, все части этого нового человека, каждый, когда имеет Христа как его все. Тогда они составлены из этого Христа, имеют Христа как свою жизнь каждый день и живут этого Христа во всех обстоятельствах. Когда это происходит, действительность нового человека появляется совокупно. И новый человек появится в действительности и на практике в нашей церковной жизни. Это сумма нашей повседневной жизни, нашей супружеской жизни, нашей семейной жизни, нашей жизни в карьере. Вот именно так новый человек показан там. Если мы хотим жить Христа как состав нового человека, нам нужно, чтобы нами правил Мир Христов, и чтобы нас населяло Слово Христово. Это два главных момента, которые завершают это Слово практической помощью. Как Христос становится составом нового человека? Помните эти две вещи. Мир Христа, Он правит нас, Он судит нас, и тогда Слово Христово обитает в нас и населяет нас. Индивидуально и всех вместе. Первое. Нам нужно позволить миру Христову быть судьей в наших сердцах. Греческое слово, переведенное как «будет судьей», можно также передать как «решает», «распоряжается» или «царит как правитель и распорядитель над всем». Судействующий мир Христов заставляет бесследно исчезнуть наши жалобы на кого-либо. Проблемы в церковной жизни — это жалобы, мнения, слухи, разговоры и обиды, недовольство. То, что настраивает нас друг против друга. Это касается не только молодых святых, даже ведущие братья, старейшины, соработники, то же самое. И это мешает нашей жизни, нашему житию Христа. Это удаляет действительность нового человека среди нас. Итак, нам нужно, чтобы мир Христа, нам нужен мир этого, чтобы мир этого всеобъемлющего Христа был судьей. Часто мы ощущаем, что внутри нас есть три стороны. Одна сторона за, другая сторона против, третья воздерживается. Поэтому нужно внутреннее судейство, которое уладило бы эти разногласия внутри нас. О, слишком много обид, споров
нужно было решить многие годы назад, десятилетия назад, но нет. Они все еще есть. И суть этого проблемы все еще там. И тень от этой обиды все еще существует. Почему? Мы не позволяем этому миру Христову быть судьей в нас. Поэтому мы все еще говорим, что этот человек такой или сякой. Ко мне неправильно отнеслись, меня обидели. Может быть, так и было, может быть, так и произошло. Но, дорогие святые, иногда, когда мы касаемся этого мира, наслаждаемся этим миром, позволяем этому миру действовать в нас, он скажет: отпусти все это, забудь об этом. Вот и все. Просто вот так вот. Иди извинись. Будь благодарен. Все происходит на благо. Это я. Позволите ли вы этому миру быть судьей, или вы будете держаться за все это? Каждый раз, когда мы чувствуем, что в нашем существе спорят или ссорятся разные стороны, нам нужно дать место председательствующему миру Христову и позволить этому миру, который является единством нового человека, править внутри нас и говорить последнее слово. Последнее слово не за мной. Однажды Христос будет судьей. За ним будет последнее слово. Что вы скажете? Сегодня мы должны сохранять единство. Это единство Духа, единство тела Христова, одного нового человека, при помощи мира Христа, который является судьей. Нам нужно отложить свои мнения, свои представления, прислушаться к слову обитающего в нас арбитра. Если мы коснемся этого, у нас будет меньше проблем в церковной жизни. Если мы позволим миру Христову быть судьей в наших сердцах, этот мир уладит все разногласия среди нас, у нас будет мир с Богом вертикально и со святыми горизонтально. Благодаря судейству мира Христова решаются наши проблемы и исчезают трения между святыми. В результате церковная жизнь сохраняется в сладости, и новый человек продолжает свое практическое существование. Мне нравится это слово «решается», «сохраняется», «исчезает», «продолжает». Мы хотим такую церковную жизнь? 2. Судействующий мир Христов — это Христос, который работает внутри нас, чтобы осуществлять свое управление над нами, говорить последнее слово и принимать окончательное решение. Не надо молиться: Господь, правь над ним, он проблема. Судья знает, что не нужно молиться такими молитвами. Я не думаю, что это небесное ходатайство. Это ваше самодельное ходатайство. Просто скажите: Господь, пусть последнее слово будет за тобой. Применяй свое правление ко мне. Прими это последнее решение. Когда мир Христов является судьей в нас и поддерживает среди нас обстановку полного единства и гармонии, мы становимся местом Божьего говорения, Его Слова. Когда вы в ситуации, когда есть аргументы, споры, недовольство, обиды, Слово не может обитать. Даже если оно хочет обитать, оно не может обитать. Вот опять, что нам нужно делать. Нам нужно позволить миру Христову. Это слово не пассивно. Это слово очень напористо. Другими словами, мир действует, но вы взаимодействуете. Позволяйте этому миру. Пусть Слово Христово обитает в вас. Вы не просто сидите и каким-то образом, я не знаю, каким средством,
каким-то образом Слово обитает в вас богато. Так не происходит. Вам нужно читать Слово. Вам нужно молиться Словом. Вам нужно изучать Слово. Здесь говорится, что вам нужно петь Слово даже. Вам нужно впитывать Слово. Вам нужно усваивать это Слово Рема. Это мгновенное Слово Рема. Вы должны позволить этому Слову, которое есть жизнь и дух, двигаться в вас, свободно двигаться в вас во многих частях вашего существа. Слово еще не там. Послушание еще не там. Мы все еще сопротивляемся Слову. Мы принимаем Его Слово, но не до конца. У нас Библия Джефферсона. Вы знаете, он вырезал какие-то... Джефферсон вырезал какие-то отрывки, с которыми он не был согласен. У нас в каком-то смысле такая Библия. Каким-то словам мы говорим «Аминь», а другим словам мы говорим «Секундочку, Господь». Бог хочет устроить себе дом в нашем сердце. Давайте слушаться Слова Христова. Пусть оно богато обитает в нас. Божье говорение требует единства. Из-за разделения Божье говорение сокращается, более того, полностью прекращается. Поскольку единство является необходимым условием для Божьего говорения, нам нужно позволить миру Христову быть судьей в наших сердцах. Каждый раз, когда вы приходите к Господу и читаете Его Слово, сначала вам нужно заботиться о мире. Святые, прежде чем вы принесете что-то против брата, идите сначала позаботьтесь об этом. А в противном случае, то, что вы приносите что-то Господу, это может быть притворством. Это может не быть принято. Пусть мир будет судьей, и тогда Слово будет богато обитать.